Приветствую всех на своем канале Kerman Buy. Вот моя страничка моего канала. Канал в основном для Passat B3 такие видосы. Ну и там еще есть для ноутбука, немножко электроники. Но суть видео сегодня не в этом. Суть видео в том, что я нашел на сайте AliExpress уникальные такие запчасти для Passat B3, которые можно заказать спокойно. Я думаю, такие есть запчасти, что даже невозможно найти на разборках. Видите, на сайте AliExpress Черная пятница скоро, почему-то в понедельник, потому что распродажу видите через 22 часа, а видео я снимаю в воскресенье. Ну и все эти запчасти для Passat B3 я собрал в корзину. И хочу вам лично показать очень интересные такие товары. Даже я был немного в шоке, что они есть на этом сайте. Вот, к примеру, бачок охлаждающей жидкости. Вот открываем, да, для Passat B3 еще, но не только там для Passat, по-моему, B3, сейчас мы посмотрим. Ну, цена такая, видите, максимум, минимум, все, вон, выход, вход, все как положено. Даже с пробкой, которая спускает давление, да, видно. И цена такая, конечно, интересная. Я думаю, на разборках такой цены не будет. Намного дешевле, но все же он есть на сайте AliExpress. Что меня очень, в первую очередь, удивило, что его можно заказать. Так, эту мы бачок закрыли. Дальше у нас датчик положения дроссельной заслонки. Вот, кстати, датчик этой дроссельной заслонки на сайте AliExpress, по моему мнению, ну очень дешево стоит, $4, бесплатная доставка, все как положено, все дорожки. Я, кстати, такой датчик заказал, он у меня есть, но я пока еще его не тестировал. В следующих видеороликах обязательно буду тестировать, так что обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики, и погнали дальше. Так, посмотрим его. Так, вот видите, кстати, датчик этой дроссельной заслонки не только подходит на Passat B3, но и к многим другим автомобилям. Вот видите, для Volkswagen Passat B3 с 88 года начинается. Так, с датчиком дроссельной заслонки нужно заканчивать. Закрываем эту страницу и продолжаем дальше. Так, что у нас дальше идет? Идут два датчика. Один четырехконтактный. Датчик температуры охлаждающей жидкости, а другой двухконтактный. Открываем сначала четырехконтактный. Посмотрим цену туда-сюда. Цена $1.39. Вот видно, да, что на 4 контакта. Желтая это полоска на нем. Кстати, я покупаю всегда на свой Passat. У меня 1.8 бензин. Вот именно с желтой полоской. У меня, кстати, я его тоже заказал. И он у меня есть и стоит на Passat B3. И он у меня работает уже где-то полгода. Никаких проблем. Все отлично. Дальше мы открываем датчик двухконтактный. У меня такого на Passat нету, но если кому интересно, он стоит куда дешевле, всего лишь $1. По-моему, бесплатная доставка. Сейчас посмотрим на большие картинки. Вот, да, видно два контакта всего лишь. Так что, если кому интересно, вот тоже можете заказывать. Вот только вот эту скобку не обязательно ставить, потому что она пластмассовая. Я такой тоже получил данный датчик, только четырехконтактный, и эту скобку не ставил, так как она плохая. Я ставил свою родную. Дальше у нас вот такие уплотнительные резинки под дверную ручку на дверь. Вот видите, сама дверная ручка есть, и вот эти две уплотнительные резинки, если у кого-нибудь повылазили, может кому что надо. Но тут, конечно, вот видите, резинки такие, одна коротенькая, другая длинная. Конечно, цена тут как за целую ручку, но если кому интересно, то можно заказать. Я думаю, никто такой резинки заказывать не будет, но факт в том, что такие резинки на Алику есть. Дальше мы посмотрим ручку для переключения передач с таким чехлом, или как он там называется, можете написать в комментарии. По моему мнению, она не слишком такая дорогая, если честно, как у нас стоит, я не знаю. Но факт в том, что можно заказать спокойно на AliExpress. Но я думаю, это не большая такая новость, но все равно мне хотелось это вам показать. Так, каким автомобилем
она подходит, можно посмотреть здесь. Не только к Passat B3, ну, как видите, да, но и к многим другим. Цена такая $6.75. Не знаю, сколько она у нас будет стоить, если заказывать. Ладно, дальше. Очень интересный такие товар, не товар, а запчасть. Здесь в описании написано, что это какой-то там воздушный клапан. А как, если честно, он правильно называется? Напишите комментарии, потому что я, если честно, не помню, как он называется. Цена его $17.20. Бесплатная вроде бы доставка. Что-то про доставку тут вообще не пишется, что-то не могу понять. Кстати, очень важная такая запчасть. Не знаю, это вроде бы как не оригинал. Да, я думаю, откуда в Китае оригинал-то, в принципе. Вы видите, каким автомобилем он подходит. Не только к Passat B3. Я, если честно, думал, что данный клапан подходит только на Passat B3. А тут-то не тут-то было. Он подходит к многим автомобилям. Видите, и Passat здесь есть. И какие-то и Volvo, и Renault. Как неудивительно. Ну, очень похож. Да. Что ставится на Passat B3. Ладно, с этим клапаном цена известна, все отлично. Идем дальше. А дальше у нас автомобильный ручной переключатель. Немаловажно, что он идет с тросиками, но что-то в нем не то. Я не знаю, у меня Passat B3 тоже такие тросики, вроде бы такие же самые переключатели, но у меня нету вот этих вот кнопок почему-то. Стоимость, конечно, его $20. Вот видите, он подходит на Passat B3. Доставка, тут понты доставка, и вот видите вот эти две кнопочки. У меня их нету. Если у кого-нибудь есть, обязательно пишите в комментарии и объясните, что она к чему и зачем они там стоят. Может, возможно, у кого есть кондиционер, я не знаю. Уж обязательно пишите в комментарии, у кого эти кнопочки есть, и вот полностью такая вот, полностью такие вот переключатели. Дальше интересная такая запчасть у нас. Не запчасть, я не знаю, тут тюнинг, не тюнинг. Ну, короче, тоже именно к Passat B3 идет. К дверям, видите, с этими пластмассовыми такими втулками, которые обычно изнашиваются при хлопании дверок. Например, если завеса там провисла и начинаешь посильнее закрывать дверки, то эти пластмассовые втулки буквально разваливаются. Дальше у нас идет интересная запчасть. Это форсунка. Топливный инжектор для Renault, там какой-то Volkswagen Golf и так дальше. Стоимость его $12.98. Все с резинкой уплотнительной на 2 контакта. Ну, все как у меня. Я свою форсунку снимал, смотрел ради интереса. Как она снимается, тоже в дальнейших видеороликах обязательно буду показывать. Опять же, не забывайте подписываться на мой канал, если это кому видео понравилось. Ну и вот, открыли мы картинки. Ну, все точно, точь-точь, как у меня. Ну, данную вещь я, конечно, себе не заказывал. Так, дальше у нас воздушный фильтр такой. Я его не покупал, но он есть. И вроде бы как пишет Passat он B3, как ни странно. Ну, в принципе, я такой фильтр делал себе своими руками. То бишь покупал там интересный такой фильтр угольный. Одного фильтра мне хватало на 3 раза. Он, видите, вроде бы ставится как на Passat, а вроде бы как не на Passat. Тоже напишите в комментарии, какие размеры там у нас в Passat-водах именно на этот фильтр. Фильтр это ставится в салон. Я себе поставил самодельный такой, просто отрезал фильтр угольный, ну, в принципе, вот таких вот размеров. Поставил на термоклей. И сейчас у меня в салоне отлично, никаких запахов, ничего. Я просто очень доволен данному фильтру своему самодельному. И, кстати, у меня есть видео по данному фильтру, как его делал. Какой фильтр заказывал, если кому интересно, обязательно поищите на моем канале. У меня видеороликов не так уж много, чтобы долго искать. Ну вот, в принципе, такой вот фильтр можно ставить. Ну вот, кстати, сейчас покажу я вам. Если быстро загрузится, мне немножко такой туговатый ноутбук. Интернет немножко тупит, но я думаю, вам покажу. Вот
видите, такие ролики у меня всяко разные есть. Но в основном для Passat B3. Даже B2 он Passat попадается. Так, где мой фильтр? Фильтр. Угольный. Вот мое видео. Ставим салон. Угольный фильтр на Passat B3. Вот можете даже по поисковому запросу зайти и найти мой видеоролик и посмотреть, как он ставится, чтобы не заказывать на этом сайте AliExpress. В принципе, цена получится у вас то же самое, я думаю. Но тут даже с корпусом, но корпус, если у вас есть родной, то можно просто заказать фильтр угольный. Тут стоит, кстати, простой, а я поставил угольный. Угольный намного дороже. Дальше у нас идет переходник такой. Переходник такой на диагностику, вернее для диагностики. Стоит он недорого, $2. Вот видите, бесплатная доставка. Сейчас дальше вот 16 пин. Сейчас я вам покажу, к какому диагностическому устройству он нам подходит. И вот этими диагностическими устройствами, вернее устройством и этим переходником можно диагностировать Passat B3, если, конечно, не нарушена у вас электроника. Если кто-нибудь криворукий туда не влез. Вот видите, так, Wacom 409.1. Вот покупаем этот Wacom. Вот тут написано, каким автомобилем, кстати, он подходит. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Не только к Passat B3. Но, кстати, это очень хорошая вещь. Я даже знаю, где на сервисах используют именно для Volkswagen, для Skoda. Именно вот эту вот китайский диагностический сканер, который стоит немного денег. В комплекте идет диски. Как что устанавливать, кстати, у меня тоже есть видеоролик. У меня этот есть и сканер, и этот переходник. Все заказано, все работает, все отлично. Дальше у нас, вот, кстати, следующий товар, не товар, а запчасть, даже не знаю, как это тюнинг можно назвать, потому что в Passat моем родной такой вещи не было. Я ж напоминаю, все я делал сам. И вот стоит черный фильтр, это угольный. Тоже, кстати, можно заказать. И вот как мы видим по цене, там написано воздушный фильтр, что-то там, и цена $8.13, то бишь дороже. Дальше очень интересная такая вещь, таблетки. Это я так называю таблетки. Я такую вещь, кстати, тоже буду заказывать. Это заклепка такая, ставится на ремень. У меня такая заклепка сломалась. И данная ручка от ремня, не ручка, или как он там, защелка, да, она постоянно падает вниз. Чтобы за ней не тянуться, нужно поставить назад эту защелку, заклепку, и эта ручка у нас не будет падать. Стоит она немного, но в принципе для пластмассы может и дорого. Дальше у нас кабель, какой-то кабель, так, зажигание и крышка, короче, трамплера, бегунок, высоковольтные, все как положено. Ну, вот видно, что там подходит на Passat B3, вот видно, что данная крышка вроде бы как на картинке красивая. Мне даже к моему Passat она подойдет, это точно. Но как там по качеству, не знаю. Я не заказывал, но факт в том, что на сайте AliExpress можно заказать данную запчасть за $16.43. Там уже можно пересылку не считать, потому что 0,68 даже доллара нету. В принципе, если все сложить, может и у нас то же самое, такая же самая цена будет. Я, если честно, не помню, когда покупал. Они у меня пока все еще рабочие, эти все высоковольтные провода. Дальше у нас идет тоже фланец, соединительный шланга, который ставится... Так, шланг-радиатор, там что-то написано. Ставится на блок, по-моему. Да, уплотнительная резинка. Обычно вот эти ушки отламываются, как у меня был случай. И я искал такую трубку, или переходник, как правильно называть, на разборках. Да, ну, доставочка, конечно, почти $5. Ну, я, наверное, $5 только нашел на разборке такую трубку. Дальше у нас тоже трубка такая интересная, переходник
на эти вот датчики, четырехконтактные, двухконтактные, вот там на картинке нарисовано, да, можно посмотреть видео, но не будем, потому что это долго. Нас интересует цена и факт, что данная трубка тоже находится на сайте AliExpress, доставка у нас $6. Короче, округлим, у нас выходит $11. Данная трубка, если кому вот интересно. Как по качеству неизвестно, данный товар я не заказывал, я только показываю, что данные товары можно заказывать на этом прикольном сайте AliExpress. Дальше у нас идет переключатель автомобильной фары на Volkswagen Passat Polo и все остальное. Ну и обязательно он подойдет тоже к Passat B3. Цена у нас $6.89 и доставка $1.76. Как вы видите, да? Она точь-в-точь подходит к нашим Passat'ам, которые тоже вот именно как у меня до сих пор эта кутелка не работает. Ты ставишь на максималку, и тогда приборка горит. Дальше у нас такой тюнинг, наклейки Passat, если кому надо, там по наклейкам, ой, на алику и хвалом. И видите, цена, ну, $1, там размеры всякие разные. Потом дальше. Очень интересный такой товар, запчасть, крышка для резервуара охлаждающей жидкости. Вот видно, что она спускает пар, там вся ерунда. Ее можно отдельно заказать. Passat B3. Конечно, стоимость ее хорошая. Я думаю, у нас она будет стоить около $4. Вся эта крышка. Потому что она недорогая. Ну, возможно, там, в принципе, всякой разной фирмы. Я думаю, самая дорогая будет около $6. Ну, короче, не стоит ее заказывать, но суть в том, что она есть на сайте AliExpress, опять повторяюсь. Дальше у нас можно заказать вот именно, так, новинка, стопроцентная, центральный обогреватель кондиционера с панелью управления. Ну, цена, конечно, $37.75 и бесплатная доставка, я не знаю, на разборках. Хотя сложно сейчас найти целую на разборках. Но если кому надо, то обязательно можно заказать на этом сайте. Вот она, кстати, такая же самая, как у меня на Passat стоит. Точь-в-точь. Я, конечно же, эту вещь не заказывал. Она у меня собранная, наверное, с 3 таких частей. Дальше у нас стеклоподъемник. Такой, да. Конечно, цена его $33. Такая, ну, очень прикольная цена. Вот пишется Passat B3, B4. Кстати, подходит. И доставка $15. Короче, страшно дорого. Может, там с другой стороны там золотом опыленное, я не знаю. Но факт в том, что я на сайте этом заказывать данную запчасть не буду. Дальше у нас идет катушка зажигания, да, или как она называется. Новая катушка зажигания, да, подходит. Вот Passat написано, 1,8 литры. Кому надо, кстати, к моему Passat по характеристикам она подходит. Стоимость $7.84. И доставка, конечно, такая в $10 больше, чем сама стоимость. Я не знаю, если честно, сколько у нас она стоит, но можно заказать и на Алику. Я думаю, нормально это стоит. Если найти на разборку, то еще будет дешевле. Вот интересный случай. У нас идет ручка дверная, да, и почему-то она идет с проводами. У меня ничего такого и близко нет, никаких проводов нет. Ручка та, все верно, все тоже самое, как у меня, но проводов у меня нету. К чему, зачем, обязательно напишите в комментарии, если у кого-то данная ручка есть с такими же проводами. Вот написано Passat B3. Да, вот провода, все положено с фишкой. У меня, я знаю, я все свои ручки дверные перебрал. Не только ручки, но и сами дверки. Вместе с завесами. Мне там все отлично, но таких ручек у меня нет. А вот дверные замки. Не знаю, на стоимость, конечно, такая прикольная. $20. Я думаю, на разборке будет дешевле. Конечно, там бэушная вещь. Тут новая, в принципе, может и нормально. Я не знаю, вот Volkswagen.
Ну, должен подойти к Passat B3 то же самое. Ну, вроде бы то же самое, я не знаю. Напишите в комментарии, похож или не похож, кто там недавно разбирал. Дальше у нас идет такой небольшой тюнинг. Можно поставить на B3. Это повторители поворотов. Вот. Можно такую играющую заказать, а можно заказать просто светящийся. Вот. И цена, конечно, блин, ну очень дорого. Лучше я на разборке найду БУ, поставлю с простой лампочкой. Я, кстати, свои повторители заказал на Алику. Светодиодные лампочки. И тоже очень прикольно горит и повторяет. Дальше очень интересный товар. Я, кстати, заказывал. Стоит на данный момент на моем Passat B3. Это концевики. Вот такие интересные концевики. Сейчас откроем большую фотографию. Они не именно идут к Passat B3, но подходят. Там минус ставишь, здесь корпус прикручиваешь. И дальше смотрим. Вот здесь вот по полоскам можно отрезать. Если за длинный будет, это очень важно. Потому что можно найти такой без отрезания. Вот этот именно, как говорится, регулируемый. Ну и цена доступная, я думаю. Можно заказывать спокойно. $1.52, где, я думаю, не страшно. Так как на разборках такие вещи не закажешь. Дальше у нас стрекоза или как полустрекоза. У нас на Passat B3 состоит из двух частей. Вот видите, она подходит к Passat B3. Цена $14.61. Ну, таких запчастей на разборках вроде бы достаточно. Бесплатная у нас тут доставочка. Все как в оригинале. Даже, может, возможно, где-то и лежало когда-нибудь с оригиналом. Откуда-то же брали эти размеры. Так, да ладно, идем дальше. Я вот, кстати, заказывал на сидушке такие вот чехлы именно на Алику. Вот, кстати, с такой же самой расцветкой красного. Ну, конечно, я заказывал где-то полтора, по-моему, или год назад. Вот здесь написано вот $15.99 и доставочка такая около $10, да. А тогда я заказывал по акции и полностью они мне обошлись $15 с доставкой. Дальше у нас идет очень интересный такой товар, запчасть, который у меня, кстати, на Passat почему-то не стоит. Но написано, что это для Passat B3. Ну, конечно, не только для Passat B3, даже картинки есть, где ставится этот датчик. И цена, конечно, у него очень интересная. $50 только товар этот и доставка 20. Такой крутой. Крутая запчасть. Наверное, проще у нас найти БУ или даже, возможно, новую, я не знаю. Но факт в том, что у меня такой запчасти нету. Кстати, напишите в комментариях, если у кого-то она стоит. И почему она такая дорогая. Дальше у нас идет Passat B3. В игрушечном виде, конечно же. И стоит он $49. Вот видите, какие расцветки. Все под оригинал, только в игрушечном виде. Даже салон, вы видите, приборка вся, все понты, как говорится. И всю эту игрушку можно заказать на сайте AliExpress. Ну, так, игрушка $49. И доставочка, конечно, 20. Написано вот Passat B3 88 года. Так что, если кто хочет себе в салон на панель купить данную игрушку, обязательно заходите и покупайте. Так, дальше у нас идет стайлинг автомобиля Лямбда-Зон. Кстати, очень интересно. Интересно, вернее, есть вопросы к этой запчасти. Стоит $31.88. Лямбда-Зон к Volkswagen. Так, B3 у нас туда, бесплатная доставка. Вся ерунда. Сейчас посмотрим большие картинки. Ну, тут очень интересно. Получается, тут здесь вот он похоже, как у меня, все то же самое. И вот видите, 1, 2, 3, 4 провода. У меня почему-то на Лямбда-Зоне один провод. А почему здесь 4, я не знаю. Я Лямбда-Зон пока еще новую не покупал. Не знаю, может, до меня какой-нибудь хозяин покупал. У меня
стоит одноконтактный. Почему здесь 4? Блин, напишите в комментариях, сколько у вас, есть ли на 4 контакта или нету. Или это у меня одного только на один контакт стоит. Лямбда-зон. И вот видно, что каким автомобилем он еще подходит. Passat там. К разным автомобилям. Ну, цена, наверное, такая же самая, как у нас. Может, даже у нас дешевле найти, смотря какую фирму покупать. Ну, и что я вам хочу сказать. В принципе, все. Вот, еще хочу раз напомнить, что мой канал называется Kierman Buy. Заходите, подписывайтесь. Если кому понравилось данное видео, поставьте лайк, если не жалко. Обязательно поставьте колокольчик. Вот видите, у нас всякие разные, всякого рода есть видеоролики. Но в основном про Passat, опять же, повторяюсь. Ну, в принципе, и все. Всем хорошего дня. Пока-пока.